Кейс для дисков 3.5. Это SATA кейс. Честно говоря, очень неплохой кейс. Знаете почему? Потому что скорость, которую он реализует, намного выше, чем вот этих вот 3.5 дисков, которые обычно используются. Он очень неплохо подходит для ТВ-боксов, для компьютеров, для подключения к роутерам, у которых есть USB 3. Вообще для организации какого-то хранилища. Учитывая еще его, допустим, дизайн с вот этой вот подножечкой, то вообще отличная штука. До 5 Gbps скорость чтения. Поэтому на канале Технозон. Поехали. Слушайте, мы с вами на Алиэкспресс. Стоит вот именно эта версия, вот смотрите, у нас здесь есть разные. Есть вот такие вот просто кейсы USB-C Type-A. Я взял вот эту C на A, и она у нас стоит 26 баксов. Они заявляют, что это у нас, видите, стенд на USB 3 построенный для 2.5 и 3.5. И действительно 2.5 можно использовать. Я буду тестировать конкретно на 2.5 SSD. То есть очень удобно в том плане, что он более универсальный. 2.5 SSD вы просто воткнули, он там висит в этом кейсе. И очень тихо, кстати, работает. Мне не нравится, допустим, как работает 3.5 громко, если к роутерам подсоединять. Но в случае с 2.5 тогда легче тогда уже карман брать. А здесь прикол в том, что здесь есть внешнее питание, есть внешний блок питания, и не всегда, допустим, ТВ-стик какой-то может обеспечить питание даже для 2.5 SSD-шника. Такое тоже бывает. Слушайте, ситуации бывают разные. Дальше, смотрите, вот эта версия, сейчас я вам покажу, они пишут на коробочке пишут до 5 Gbps. Да, вот, до 5 Gbps. Здесь я эту информацию не вижу. Сейчас посмотрим. Орика, они пишут до 6 Gbps. 3.5, да, поддерживает максимально 5 Gbps дата трансфер. У нас есть здесь UASP, это интерфейс быстрой передачи. У него Type-C 3.1. Это, кстати, прикольно. Можно, если взять, у вас есть Type-C на Type-C, подключили. Он поддерживает 3.5 диски до 18 терабайт, ребята. Поддерживает интерфейсы SATA 1, SATA 2, SATA 3. Сам по себе он работает на SATA 3 изначально, с обратной совместимостью. И, само собой, у него блок питания 12 вольт, 2 ампера. Металл плюс ABS пластик. Не греется ничего, все хорошо охлаждается. Я сейчас на распаковочке покажу, когда я замонтирую вот этот вот диск. Он там не колышется внутри, вообще никакого нет люфта. Поэтому ссылка в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы переходим, разбираем. И потом уже ждем выводы, стоит покупать или нет. Хотя могу шепнуть, что стоит. Ребят, поехали. Кейс 3.5. Мы видим сразу металлическое металл боди. То есть у нас вот эта вот крышка металлическая. Дальше, что из такого интересного? Ну, здесь в принципе все стандартное. А здесь у нас SATA 3. USB 3.1 Type-C, может быть, output, да, там, что у нас еще? Ну, короче, ничего интересного для нас. Давайте открывать. И посмотрим уже сам по себе кейс. О, прикольный, слушайте, он металл, реальный металл. Здесь у нас два винта, как понимаю, сейчас будем открывать. Type-C-шечка и кнопочка. Сейчас дальше у нас есть подставка. Вот таким образом ставится. Удобно, за это спасибо. Блочок питания, это обязательно, потому что блок питания подразумевает под собой именно для 3.5, потому что, допустим, ТВ-боксы, NAS, не все могут обеспечить питание для 3.5 через USB. Вот такая вот вилочка на 24 ватта, это нормально тоже, отверточка и Type-C-шечка. Type-C кабель, Type-A на Type-C. Сейчас скажу. Да, самый обычный 3.0. Смотрим, что у нас внутри есть. Так, выглядит это вот таким вот образом. То есть устанавливается, ну, для 2.5 креплений отдельных нет. Установить можно самый обыкновенный диск. У меня здесь есть тестовые мои Western Digital 500-очки. Просто ставится. Все, вот таким вот образом это все делается. И закручивается. То есть у нас по сути получается
готовое решение. То есть таким вот образом закрутили. О, смотрите, какой он у нас такой цельный. Цельный. Здесь не докрутили чуть-чуть. Все, отлично. Ничего не болтается внутри, все зафиксировано. То есть все отлично. Ставим. Включаем раз. Включаем питание 2. Подключаем и тестируем. Мы подключили наш диск. Я сразу вам говорю, для тестов я туда влупил, вы увидели, как я собрал с жестким диском, но я туда вставил SSD для того, чтобы определить максимальную пропускную способность данного контроллера, скажем так, данного вот этого действия. SSD-шечка, пожалуйста, он ее определил, у нас на 120 гигов, тестовая. Мы можем сразу же начать копировать. У нас есть вот большой файлик и посмотрим. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем так быстро? Подождите, удаляем. Это было очень быстро. Давайте попробуем несколько файлов больших скинуть. Вместо, скажем так, 1000 слов мы с вами сделаем Crystal Disk Mark. Для того, чтобы понимать, давайте диск C. Вот он, диск I обнаружен у нас. Сейчас попробуем Crystal Disk Info. Crystal Disk Info у нас имеет доступ в SATA 600 режим передачи, то есть как в принципе они и заявляли, UASP сериал ATA, и пробуем сразу у нас тестировать, убираем по умолчанию, все стоит, все хорошо. Тестируем скорость, которую может максимально обеспечить этот контроллер. Все же дальше будет зависеть от скорости ваших вот этих самых жестких дисков. У меня их полно, потому что я иногда тестирую на серверы 464, это в принципе максимальная скорость с SSD диска, который я сюда давал. Я думаю, что возможно, если мы на SATA интерфейсе найдем что-то быстрее, то это будет еще быстрее. Но в данном случае 464, я вам сейчас скажу, сколько это в Gbps умножить на 8, это вот 3,8 Gbps, 3872 Mbps, вот так вот можно сказать. До 5 он заявляется. У меня быстрее дисков нет, это стандартный SSD диск. Вот мы с вами и получили тест. Я вам скажу, очень неплохой тест. Я думаю, что тут в принципе нам смотреть больше нечего. Пропускная способность контроллера 464 мегабайта на секунду в моем случае с моим SSD диском. Вот я сейчас отключаю этот контроллер от сети. Вот, пожалуйста, вот такого рода SSD диск я использовал, поэтому я вам скажу, очень даже неплохо. А уже то, как копирует ваше устройство, там диск жесткий, либо SSD, все зависит уже от самого диска, в частности там про кэш имеется в виду и про все остальное. Поэтому я готов проходить и резюмировать данный девайс. В качестве выводов скажу, классная, стильная, крутая штука, дешево стоит, хорошо работает, с хорошей передачей данных, да и Orica бренд себе такой, знаете, зарекомендовавший себя уже. Поэтому мы рекомендуем. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.